Всем привет! Это видео будет о том, как вести спор на AliExpress. Жадничать на этот раз не буду и открою спор только на частичный возврат средств. Заказал я измеритель влажности. Как выбирать и заказывать в этом видео я рассказывать не буду, так как это можно увидеть в предыдущем видео. Итак, спустя 37 дней после отправки я получил посылку. Да, обратите внимание, я веду в Excel файл, где отображаю основные характеристики заказа. На тот случай, если вдруг аккаунт на AliExpress заблокируют. А иначе потом заказы вообще никак нельзя будет проследить. Все посылки я открываю только под камеру. Это не стало исключением. Зная, что измеритель влажности работает на батарейках, я еще раз на сайте продавца убедился, что они идут в комплекте. Дело в том, что если бы они в комплекте не шли, а необходимость в них была бы, то в случае, если бы прибор вообще не работал, мне пришлось бы это доказывать. А идеальнее всего доказательства получаются при непрерывной съемке. Иначе всегда можно сказать, что поставив съемку на паузу, я вытащил батарейки, потому и не работает. Ну или что-то еще сделал, когда камера была на паузе. В общем, всегда будьте готовы сделать распаковку за один дубль. Как видите, я распаковываю посылку. Из поля камеры ничего значимого не выходит. В процессе распаковки я, конечно, не знаю, что что-то пойдет не так. На камеру показываю, что увидел в инструкции, как включать прибор. Вставил батарейки и не работает. Нажимал, не работает. Тогда я посмотрел отзывы других покупателей, и в одном из отзывов я прочитал, что кому-то пришел прибор и не включается. Но потом покупатель заменил батарейки, и все заработало. Конечно, это мелочь, но в то же время цена батареек в Москве составляет треть от стоимости заказа. А продавец взял на себя обязательство доставить мне полностью рабочий комплект, в который включены батарейки. Спор я сразу не стал открывать по двум причинам. Первое, при открытии спора продавцу в данном случае будет минус от AliExpress, так как он прислал нерабочий комплект. И второе, я хотел побыстрее закрыть проблему. Попросив компенсацию за батарейки, я рассчитывал получить их через WebMoney, что было бы быстрее. Итак, у меня на руках неоспоримые доказательства. Я написал продавцу сообщение, что получил, распаковал, вставил батарейки, но не работает. Что, мол, посоветуешь? Через 16,5 часов продавец мне ответил, попросив прислать короткое видео на его email.
Так как даже обрезанное видео занимает 349 мегабайт, то я залил его на облако на Mail.ru и написал продавцу, дав ссылку на видео. Существует распространенное мнение, что у китайцев нет доступа на Mail.ru. Но как видите из ответного письма, которое мне прислал китаец через 2,5 часа, он поблагодарил за сообщение. А значит, он просмотрел видео. Он посоветовал заменить батарейки, что я и сделал. Я пошел в ближайший магазин электроники и приобрел 4 батарейки для измерителя влажности. Прибор заработал, что я ему и написал. Также я попросил его возместить понесенный мною расход на WebMoney кошелек. Больше чем через сутки он мне отвечает, что ему жаль и он может возместить мне деньги на PayPal. Через 20 минут я ему написал, что аккаунта на PayPal у меня нет и я жду его решения. Спор я еще не открываю. Тем временем мне от AliExpress приходит оповещение на мобильный, что мой товар уже получен. Но я еще не подтверждаю его получение, что при открытии спора является минусом в мою сторону. Поэтому я принимаю решение подтвердить получение измерителя влажности с одновременным открытием спора. Итак, открываю спор. Ищу в своих заказах мои заказы и ищу тот самый измеритель влажности. Вот он. Так, нажимаю открыть спор. И еще раз кнопка открыть спор. Только возврат. Да, мне нужен только возврат. Так, что здесь у нас получается? Значит, так, давайте по пунктам сразу пройдемся. Ожидаемое решение только возврат средств. Получили товар, да. Возникшая проблема с комплектующими. Сумма возврата 158 рублей, как раз цена за 4 батарейки, которые я приобрел. Добавить видео. Нажму добавить видео. Вот я уже заранее подготовил это видео с доказательствами. Точнее, тут именно распаковка. Открыть. И все, и пошла загрузка. Сейчас я сделаю паузу на время загрузки и после окончания загрузки продолжим. Вот и закончилась загрузка. Теперь необходимо прикрепить скриншот веб-страницы сайта магазина, чтобы для продавца, а при необходимости для AliExpress, аргументировать запрашиваемый возврат средств. Вот тот самый скриншот. Далее пишу сообщение продавцу, которое в случае обострения спора увидит администрация AliExpress. Обязательно будьте вежливы в сообщениях. Дорогой продавец, к сожалению, я вынужден открыть спор. Потому что я не имею другой
возможности для возмещения средств. Я купил четыре батарейки за столько-то рублей. С уважением, еще раз все проверяю, как должно быть. И нажимаю «Отправить». Все, спор создан. Теперь пару раз в день можно заходить и смотреть, как проходит спор. Так, ну вот выдалась свободная минутка. Сейчас посмотрю, как проходит спор. Ищу свой товар. Вот он. Ой, что я вижу? Спор закрыт. Так, давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Спор закрыт, только возврат средств. Да, но это, пожалуй, то, что я и хотел увидеть. Так, когда это все произошло? И спор создан 17 апреля. 17 же апреля продавец принял решение покупателя. Ну, все хорошо, спор закрыт. Конечно, это не то, что я ожидал. Я все-таки думал, что спор затянется и продавец по каким-то причинам будет откладывать решение. Но сейчас у меня есть спор, о котором я расскажу в следующем видео. Там продавец не хочет принимать решение и, судя по всему, дойдет до AliExpress. На этом все. Ссылку на измеритель влажности вы можете увидеть в описании. Кому видео оказалось полезным, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал и всем пока!